Всем привет, с вами я, Алина, и сегодня будет очень расслабляющее, красивое видео об удивительных местах Соединенных Штатов Америки, которые мне удалось посетить. Меня часто спрашивают: Алин, какая Америка, какая еда, погода, менталитет людей, архитектура и много чего другого. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что Америка, она очень разная. Соединенные Штаты Америки состоят из 48 штатов и 2 штатов, которые не имеют общих границ с остальными, то есть это Аляска, которая находится на северо-западе северного континента Америки, а также Гавайи в Тихом океане. И дело в том, что каждый отдельный штат — это просто как отдельная страна, где свой климат, своя архитектура, даже свои законы, свой акцент и вообще свой какой-то определенный вайб. И невозможно вообще ответить на этот вопрос, какая же Америка. Она очень-очень разнообразная. И сегодня вы сами убедитесь в этом. Первый город, о котором я вам расскажу, это Лос-Анджелес, штат Калифорния, потому что именно здесь я живу уже 6 лет. И знаете, когда я только сюда прилетела, мне изначально здесь не понравилось, потому что здесь не было привычной мне красивой европейской архитектуры. Все здесь мне казалось какие-то такие некрасивые коробки, как будто грязно. Вот все как-то не так. Но потом, пожив здесь какое-то время, я поняла, что, знаете, просто приехать как турист куда-то, либо пожить где-то — это совершенно разные вещи, и мое мнение об этом городе кардинально поменялось. Это действительно удивительное место с шикарным климатом. Здесь всего 2 сезона: умеренно тепло и очень жарко. Это как первая половина осени и лета. Поэтому за все эти годы мы с мужем крайне редко болели. Здесь нет этих противных демисезонных простуд. Здесь абсолютно нет грязи. Даже если пройдет дождь, ее просто нет. В Лос-Анджелесе можно спокойно носить белую обувь, и все будет хорошо. Этот город — эпицентр шоу-бизнеса, а также здорового лайфстайла, веганства, фитнеса и так далее. Поэтому, так как мы с мужем работаем в этих сферах, нам тут очень нравится. Лос-Анджелес очень широкий и очень разный. Есть и даунтаун для любителей мегаполиса, есть и спальные районы где-то в Беверли-Хиллз. За 30-40 минут на машине вы доедете к побережью Тихого океана. А если отправитесь в другую сторону, час-полтора часа езды, и вы сможете покататься на лыжах на верхушках заснеженных гор. Природа здесь поистине удивительная, я бы сказала, на любой вкус. Пальмы и кактусы — пожалуйста. Лиственные деревья, леса и поля тоже есть. Пустыни и дюны — запросто. Каньоны и горы тоже есть. Знаете, если бы Лос-Анджелес нужно было описать одним словом, вот определить дух этого города, я бы сказала, что это свобода. Свобода во всем. А самое главное — свобода в мышлении людей. Следующий город — Сан-Диего. Это очень классный городок, мне там очень понравилось. Это тоже штат Калифорния, и он находится совсем рядом с границей Мексики. Поэтому в этом городе почти смешались американская и мексиканская культуры. Кстати, Сан-Диего можно поделить на старый и новый город. Старый город — это будто другой мир. В нем создается ощущение, что вы попали в Мексику еще тех времен. Здесь сохранилось множество построек колониальных времен, в некоторых из которых сейчас работают магазины, рестораны и развлекательные заведения. Я до сих пор помню, как мы с Женей были там. Это было накануне Дня мертвых. Кстати, это самый известный праздник в Мексике. И все было тематически украшено. Мы сидели в ресторане на улице, заказали их национальные блюда, и это все под живую музыку на испанском языке. Но также в Сан-Диего есть и довольно большой даунтаун с современными высотками, хорошей инфраструктурой. Мне понравилось, что город довольно чистый, аккуратный, а также в нем много крутых пляжей с широкой береговой линией и чистым песком. На берегу часто можно увидеть много морских котиков. Это очень милые животные, только ради них стоит посетить этот город. Знаете, в целом мне кажется, что это довольно неплохой город для жизни. Следующий город — это Санта-Барбара. Буквально недавно у меня был влог из этого места. Этот город находится буквально в 1,5 часа езды на машине от Лос-Анджелеса, поэтому мы там были не один раз. Да, этот городок прославился, наверное, после выхода мыльной оперы «Санта-Барбара», потому что именно все действия разворачивались в этом городе, и я сейчас вам расскажу несколько интересных фактов об этом городке. Да, кстати, все места, о которых я вам сегодня рассказываю, у меня есть влоги абсолютно с каждого из этих мест, поэтому если вы хотите полностью посмотреть более подробный рассказ о каком-то конкретном месте, то все вы найдете на моем канале. Из интересных фактов про этот город: он является родиной Кэти Перри. В его окрестностях находится огромное поместье Майкла Джексона Неверленд. Именно он так привлекает сюда туристов со всего мира. Чтобы вы понимали масштабы поместья, его территория в 5 раз превышает княжество Монако. Санта-Барбара — это небольшой городок, но безумно уютный и красивый. Здесь много частных домов, недвижимость здесь очень дорогая. Вообще у меня этот город ассоциируется с обеспеченными людьми постарше, которые хотят жить отдельно от всей городской суеты, в своем шикарном доме и выходить в свет, чтобы пообедать где-то в хорошем ресторане. Как я рассказывала во влоге, удивляет эстетика этого города. Городок
словно сплошная декорация для фильма или для сериала по типу «Отчаянные домохозяйки». Каждый дворик, каждый кустик, каждая скамейка, все просто идеальное. Но для людей, которые предпочитают урбанистический стиль, которые любят движение, городскую суету, многоэтажки, то, скорее всего, вы там заскучаете. Следующий город Лас-Вегас. Он принадлежит штату Невада. Знаете, есть такое выражение: все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Мне кажется, это выражение, которое наилучшим образом характеризует этот город, потому что это один из самых развратных, разгульных городов Америки. И часто люди там совершают такие поступки, которые бы они не совершили в своей обычной жизни. Лас-Вегас является одним из крупнейших мировых центров развлечений и игорного бизнеса. Популярные места визитов — казино, отели, ежедневные концерты и шоу. Всего на территории Лас-Вегаса сосредоточено более 80 казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество шикарных отелей, много ночных клубов, стриптиз-клубов. Кстати, я еще помню, что в Лас-Вегасе на каждом углу раздают визитки услуг девушек по вызову, но официально проституция запрещена в Лас-Вегасе. По сути, Лас-Вегас город небольшой и живет только за счет туристов, которые приезжают сюда развлечься. Часто американцы именно здесь устраивают мальчишники, отмечают дни рождения или просто приезжают именно оторваться на уикенд. Но у меня об этом городе остались совсем другие впечатления. Наша с мужем поездка сюда у меня оставила только чудесные воспоминания. Во-первых, мы поселились в отеле с невероятно красивым видом на фонтаны. Ночью это было вообще нечто восхитительное. Также с нашего окна был вид на Эйфелевую башню. Это отель «Париж». Да, кстати, в Лас-Вегасе много тематических отелей, каждый из них в своем стиле. Один в виде замка, другой в стиле Древнего Рима. Мне запомнился ужин в ресторане на последнем этаже Эйфелевой башни. Там был невероятно красивый вид. После ужина мы пошли кататься на колесе обозрения. Кстати, именно в Лас-Вегасе я увидела одно из самых зрелищных шоу в своей жизни. Это цирк Дю Солей. Если вы никогда не были, я очень рекомендую. Этот цирк еще известен принципиальным отказом от участия животных в своих спектаклях. Мой вывод по городу Лас-Вегас — это, конечно же, место не для жизни, но хотя бы один раз в своей жизни этот город посетить нужно. Я уверена, что вы останетесь под большим впечатлением. Также для любителей горнолыжных курортов, для любителей зимнего отдыха, конечно же, в Штатах есть очень много крутых мест. Например, озеро Тахо, вот куда мы ездили несколько раз. Это один из горнолыжных курортов. Кстати, озеро Тахо является вторым озером по глубине в Соединенных Штатах Америки, а также 11-м во всем мире. Кстати, одним из крутых воспоминаний того отдыха — это когда мы только приехали, еще снега не было. Было абсолютно ясно и вообще неизвестно было, будет снег, не будет. А потом на следующее утро, когда я просыпаюсь в номере своего отеля, я вижу в окно, как падают хлопья снега. И это так было по-сказочному. Рядом горит камин. Потом я выхожу на берег озера, тоже снег падает, утки плавают. И это так красиво, просто как будто в каком-то фильме. Еще там Женя меня научил кататься на коньках. До этого я не умела. Также мы плавали на корабле к небольшому острову. Это остров Жанет или остров Викингов, является единственным островом на озере Тахо. На нем находятся руины 38-комнатного каменного особняка Викинг-Холм. Это летний дворец является репликой скандинавского замка и был построен в 1929 году. Интересный факт о озере Тахо. До 1915 года озеро было удалено от цивилизации. Однако с появлением здесь дороги жизнь на Тахо закипела. Вокруг озера открылось несколько курортов и даже казино. Дальше у меня по списку идет город Сан-Франциско. Это один из самых дорогих для жизни городов Америки. Самые дорогие цены на аренду жилья именно здесь. Как вы знаете, неподалеку от Сан-Франциско расположена знаменитая на весь мир Кремниевая долина. Здесь находятся штаб-квартиры Apple, Facebook и Google. В Сан-Франциско удивительная архитектура. Это и современные дома, небоскребы, и милые домики в викторианском стиле. Есть в этом городе что-то европейское. Множество музеев, огромных зеленых парков. Меня очень впечатлил вид на мост Золотые ворота. Там точно стоит сделать фотографию. А если вы будете посещать этот город, рекомендую взять экскурсию на остров Алькатрас. На нем расположена заброшенная тюрьма, где находится старейший действующий маяк на западном побережье США. Алькатрас без преувеличения можно считать самой известной тюрьмой во всем мире. Во времена своей работы тюрьма считалась самой строгой тюрьмой страны, с минимальными правами у содержащихся в ней заключенных. Долгое время считалось, что сбежать из нее совершенно невозможно. В ней отсиживал свой срок Аль Капоне. Ну, скажем, это экскурсия для любителей пощекотать нервы. Экскурсия по тюрьме была интересной, но энергетика там очень тяжелая. В самом конце экскурсовод сделал такое представление для туристов, чтобы мы прочувствовали, каково было быть заключенным здесь. Он нажимал на рычаг, и все камеры открывались, потом закрывались. Этот металлический грохот
грохот был просто жутким, и в тот момент мне ни с того ни с сего стало очень плохо. Меня прям начало тошнить очень сильно. Я думаю, что все дело в энергии этого места. Но я все равно не пожалела, было интересно. Сан-Франциско — это первый город в мире по доле проживающих в нем гомосексуалов. По различным данным, таковых здесь от 10 до 15,5% общего населения. Такая ситуация связана с миграцией геев и лесбиянок из консервативной провинции в крайне либеральный мегаполис. Сан-Франциско является одним из исторических гей-центров. Здесь появился самый известный символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг, и прошел первый в мире ЛГБТ-кинофестиваль Framelight. Следующее место — это гора Мамонта. Это еще один горнолыжный курорт. Да, такое странное название, но это если дословно перевести с английского. Мы ездили туда где-то в начале зимы, я со своим мужем и своей подругой. Когда мы туда приехали, снега там было очень мало, и нам они сказали, что их обычно засыпает только в январе месяце, поэтому для любителей именно такого зимнего отдыха, любителей покататься на лыжах, на сноубордах, то возьмите себе это на заметку. Но отсутствие снега нам не помешало ни в коем случае, мы все равно насладились красивыми видами на озеро, горы, леса. Также мы остановились в очень красивом атмосферном отеле в старом французском стиле. Это тематический отель, как будто ты попал в французский фильм тех времен. Там все было выдержано в этом стиле. Интерьер, музыка, сервировка стола. Вообще там было все прекрасно. Я на самом деле всем рекомендую этот отель, потому что просто действительно уникальное место. Следующий город — Майами, штат Флорида. Лететь из Лос-Анджелеса до Майами где-то 5,5 часов. Это одно из самых туристических мест, и там действительно есть что делать туристам. Мне очень понравился этот город, хороший новый даунтаун, он показался лучше и чище, чем в Лос-Анджелесе. Я была в гостях у знакомой, и мне очень понравился билдинг. Я думаю, там можно арендовать шикарную квартиру, причем цены там ниже, чем в Лос-Анджелесе, и налоги во Флориде ниже, чем в Калифорнии. Майами — это прекрасное место, в котором можно провести отпуск. Здесь теплый океан, отличные пляжи, повышенная влажность. Мне очень понравилось там отдыхать, но для жизни я этот город не рассматриваю. Уж слишком в нем нерабочая атмосфера. Несмотря на то, что я люблю жару, но даже для меня это было слишком. В Майами каждый год есть сезон дождей, летом и осенью, и часто бывают ураганы. Для местных жителей ураган — это нормальное, привычное явление. У них даже есть такое понятие, как ураганная вечеринка. Это когда люди собираются в чем-то одном доме, закрываются, укрывают его полностью со всех сторон, берут спиртное и проводят весело время. Штат Аризона расположен на юго-западе США. И, кстати, здесь находится одна из самых известных резерваций индейцев — это Навахо. По своей сути, резервации индейцев — это как бы отдельные небольшие государства внутри США, или же еще одни штаты полностью самоуправляемые. Однако, как и каждый штат в отдельности, они не могут решать дела внешней политики и экономики страны. Индейцы хоть и живут по своим законам, но с 1924 года являются гражданами США. Поэтому на федеральных территориях они подчиняются американским законам. Но у себя дома, в резервациях, у них действуют свои собственные законы и правила. А вот законы США там не действуют. Интересно, что только индейцам по законам США можно исповедовать свою собственную религию и проводить обряды, хотя в целом подобные исключения запрещены. Так что можно колдовать в Штатах только если ты индеец. Еще интересный факт: казино в США запрещены везде, кроме Лас-Вегаса и резервации индейцев. Самые популярные достопримечательности под контролем индейцев — это каньоны Антилопы. Сразу скажу, это место не для клаустрофобов, как я, несмотря на то, что там было красиво, но находиться на глубине около 40 метров в разломах земли мне было не по себе. И был момент, когда я думала, что у меня просто паническая атака начнется, но все прошло хорошо. Также безумно красиво в долине монументов. Вся эта местность очень фотогеничная, и ощущение, что ты оказался в фильме о Диком Западе. Еще одно уникальное место, которое мы там посетили, это Хоршу Бенд. Удивительно красивый изгиб, или по-научному меандр реки Колорадо, пробивший себе симметричное русло в форме огромной подковы, за что и получил свое название. Он огромный просто. Когда Женя меня фотографировал, там ему аж не по себе было. Он мне через каждых 5 секунд говорил: Элина, аккуратнее, не подходи туда ближе. Ну и, конечно же, Гранд Каньон. Это один из глубочайших каньонов в мире. Ежегодно в Большом каньоне, кстати, погибает не меньше 2-3 человек. Меня, кстати, поразило то, что мы с Женей вроде бы взрослые люди, и при этом мы все равно очень аккуратно там ходили, с опаской смотрели. А были семьи с маленькими 6-летними детьми, которые бегали там, а родители даже внимания не обращали. Как будто это безопасная детская площадка, а не обрыв глубиной в 1800 метров. Если вы будете в этих краях, я советую вам арендовать водный мотоцикл и прокатиться по озеру Пауэлл. Это был просто какой-то невероятный опыт. Ты плывешь, а по бокам каменные стены, потом они сужаются,
сужаются, и ты как в коридоре с этих стен. Это сложно передать словами, это нужно прочувствовать. Пляжи там такие небольшие, с песком розового цвета, и вообще чувство, будто ты на другой планете. И, наверное, самое прекрасное место, в котором я когда-либо была, это Гавайи. Мы туда с мужем отправились в наш медовый месяц. Гавайские острова — это архипелаг из 24 островов, расположенный в северной части Тихого океана. Гавайи — это 50-й штат Америки. Мы отправились на остров Мауи. Все Гавайские острова — это вулканические острова, но сейчас Мауи — это спящий вулкан. Мы поднимались на вершину вулкана Халиакала, и мы были в шоке от температуры воздуха. Если внизу жарко, то когда вы поднимаетесь вверх, температура была, может быть, всего 4 градуса. Дорога на вершину была извилистой, но очень красивой. И был момент, когда мы поднялись выше, мы находились словно над облаками, и это было прекрасно. Когда мы ехали на машине, мы видели проезжающих велосипедистов, которые были просто уже на пределе своих сил, они были измучены, и, скорее всего, они не догадывались, какая там будет погода. И буквально за день до того нам хотели продать экскурсию. В брошюрке это называлось «Велосипедная прогулка к вулкану Халиакала», и слава богу, что мы додумались не брать эту экскурсию, а поехали на машине. Но зато я всем рекомендую взять вертолетную экскурсию. Вот это того стоит. Таких красивых видов я никогда ранее не видела. Это были зеленые джунгли, водопады, горы и океан. А еще за счет того, что лобовое стекло является панорамным, даже под ногами это прибавляет зрелищности. Ощущения просто непередаваемые. Гавайи — это просто рай на земле. Если описать коротко, то Гавайи — это красивые пляжи, чистая и теплая вода, мягкие волны, ведь не зря Гавайи являются родиной серфинга. Гавайи — это самое удаленное от цивилизации место на земле. Расстояние от Гавайев до побережья США составляет 3700 километров. На Гавайях нет змей и каких-либо опасных для людей животных. Гавайские острова очень разные. Некоторые из них имеют очень развитую инфраструктуру, а некоторые, наоборот, дикие. Поэтому вы можете выбрать на любой вкус. Мы с Женей, так как летали впервые, выбрали остров Мауи. Он такой посередине. Там есть и инфраструктура, и в то же время есть и дикие места. Прелесть в том, что можно выбирать каждый раз новый гавайский остров, и у вас будет совершенно разный опыт. Ну что, ребят, Гавайями я закрываю свой список удивительно красивых мест Америки, которые мне удалось посетить. Но, конечно же, тут есть еще множество других мест, в которых я не была. Ну, конечно же, я намерена увидеть все. Напишите в комментариях, какое место вас впечатлило больше всего и куда бы вы отправились в первую очередь. А мы скоро увидимся. Пока!